Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Добро пожаловать на мой канал. У меня скоро день рождения, и я редко подвожу итоги перед днем рождения. Я обычно это делаю перед Новым годом. Я записываю, что у меня произошло за прошлый год, я ставлю цели и так далее. Обожаю это делать. Я знаю, что многие люди кринжуют и не любят это, но для меня прям это такой терапевтический момент. А перед днем рождения я скорее рефлексирую, ностальгирую, вспоминаю себя в разные этапы, пытаюсь подумать о том, как я себя чувствую в своем возрасте и так далее. И вот недавно, буквально на выходных, я тоже рефлексировала об этом и подумала, а почему бы не записать такое видео? Мне захотелось повспоминать себя в разных этапах своей жизни с промежутком в 10 лет. Мне сейчас исполняется 34, и поэтому я повспоминала себя в 4 года, в 14, в 24 и в 34. И с одной стороны, мне хотелось просто для себя сохранить это воспоминание о том, как я себя чувствовала и что я думала о себе в прошлом. А с другой стороны, я надеюсь, кому-то это будет интересно, посмотреть на этапность, посмотреть на то, как я менялась, как я сейчас смотрю на себя в прошлом и прочие такие вещи. В общем, если вам тоже интересно, оставайтесь, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. И я начну с себя в 4 года. Если честно, я очень плохо помню себя в 4 года. Вот единственное прям четкое воспоминание у меня — это фотография с моего дня рождения, когда я праздновала 4 года. Просто эта фотография была на семейном альбоме, и она прямо сейчас стоит у меня перед глазами. Если я ее найду, я ее добавлю. Собственно, свои 4 года я праздновала в таком милом желтом платьице, с зеркальцем, которое мне, видимо, подарили на день рождения, маленьким таким игрушечным, и с лицом полным зеленки, потому что в тот момент я заболела ветрянкой. У нас в детском саду была ветрянка, и это был, кстати, первый год, когда я пошла в детский сад. Я намного лучше помню себя, на самом деле, в 3 года и в 5 лет. В 3 года, например, у меня прям яркое воспоминание, когда я в тот момент еще жила за городом, в доме бабушки с дедушкой мы жили. Мы переехали в Москву вот как раз там незадолго до того, как мне исполнялось 4. И я помню, что вот в этом загородном доме бабушка пыталась меня уложить на дневной сон, я не хотела. Я сбежала из дома в сад, и я помню, что я нарезала круги по саду, убегала от бабушки, и со мной был мой воображаемый друг Джерри. Я была в детстве просто безумной фанаткой мультфильма «Том и Джерри». Я обожала Джерри. Я знаю, что многие дети были намного более сознательными и жалели кота, над которым ужасно издевался этот мышонок. Я в том возрасте была далеко не настолько сознательной. Для меня мир был черно-белым. Я думала, что мышь значительно меньше кота. Кот ест мышек, и поэтому, если маленькая мышка может дать отпор, то это просто мой герой. И поэтому я назвала своего воображаемого друга в честь мышки Джерри, но он был, наверное, каким-то духом, который летал за мной, для него не было никаких преград, он мог проходить через стены, летать, и, собственно, там я могла убегать от бабушки и не ложиться спать, а Джерри мог вообще все, что угодно. Вот, кстати, хотела у вас спросить, у вас были в детстве воображаемые друзья? Мы как-то общались с друзьями, и вот тоже я задавала этот вопрос, и было как-то 50 на 50. То есть у кого-то они были, и у кого-то они были прям близкие. То есть я помню, что этот, Джерри у меня был друг прям на несколько лет. То есть у него были прям такие четкие черты характера и так далее. Понятно, что я понимала, что это придумано. То есть я понимала, что на самом деле его не существует, но при этом мне все равно он заменял очень близкого друга. И, наверное, во многом потому, что в детский сад я не ходила. Я пошла в сад где-то вот в 3,5, в 4.
А до этого я была довольно одиноким ребенком, потому что у меня был двоюродный брат, с которым мы проводили там все его каникулы и так далее. Он был на 7 лет старше меня, и он меня во многом воспитывал, когда он приезжал. Но когда его не было, мне кажется, что у меня вообще не было друзей в тот момент. И вот, да, я смотрела мультики и придумывала себе воображаемых друзей. Мне кажется, их было много, просто вот Джерри это был такой самый долгосрочный и неизменный друг. Наверное, с 5 лет я себя уже неплохо помню, но 4 года, да, как я говорила, у меня немного воспоминаний. Но то, что я помню, то, что это был мой первый год в детском саду, то есть вот мы незадолго до моих 4 лет переехали в Москву, и я пошла в детский сад. Про детский сад я помню, что это был детский сад прямо во дворе моего дома, буквально там 2 минуты ходьбы. Я помню, что, как и все дети вокруг меня, мы увлекались тем, что когда нас выводили на прогулку, мы искали такие маленькие пульки игрушечные. Они были разноцветные, и я помню, что, например, найти фиолетовую пульку, это прям было сокровище, и вот как-то раз ее нашла. Еще я помню, что мне довольно сложно в тот момент давалась социализация. Меня не булили, меня не обижали, но мне было сложно знакомиться с детьми, находить с ними общий язык и так далее, потому что я привыкла быть дома одна, и я была таким довольно замкнутым, молчаливым ребенком. То есть мне нужно было, чтобы со мной кто-то сначала заговорил, и чтобы у нас оказались общие интересы, и тогда я прям вовлекалась, я была такая активная и так далее. А вот если другие дети не обращали на меня внимания, то и я обычно замыкалась в себе и мало с кем общалась. То есть я помню, что у меня были, наверное, какие-то друзья, но все равно я очень много времени проводила одна. При этом, допустим, я помню, что мой брат действительно научил меня довольно жестко защищать свои границы, поэтому, допустим, обижать себя я не позволяла. Единственный момент, который я помню, что как-то я сидела, играла с игрушками, и просто какой-то мальчик подошел ко мне сзади и долбанул меня деревянной палкой. Ну, типа, сзади по спине, по-моему. И я просто обалдела от этого. То есть было настолько вопиющее нарушение моих личных границ, и еще и такое как бы из-под тишка, что я даже не нашлась, что сказать. Но я помню, что в тот момент как-то это увидела воспитательница, подбежала, что-то там начала его отчитывать и так далее. То есть в тот момент мне не пришлось защищать свои личные границы. Но да, я помню, что я была такой молчаливой и одинокой. И еще вот, наверное, кстати, тоже такая интересная вещь. Напишите в комментариях, как было у вас. Я знаю, что в нашей культуре было очень принято учить детей читать в 4 года. То есть я помню, что многие мои одноклассники уже позже гордились тем, что они научились читать в 4 года и очень любили к этому времени книжки. Я нет, я научилась читать намного позже, прямо перед школой. Мне кажется, мне было, может быть, даже уже 6. Или там 5,5-6. И я помню, что меня довольно судорожно учила читать мама перед школой, потому что, ну, как бы, с одной стороны, не требовалось, чтобы ребенок умел читать к школе, но с другой стороны, это очень приветствовалось. И я помню, с учетом того, что я вообще в будущем очень полюбила читать, я всю жизнь довольно много читала, то в детстве у меня этого не было вообще, и плюс еще чтение, даже там вот, когда я его учила в 5-6 лет, мне давалось с огромным трудом. Мне намного более приятно было считать какие-нибудь задачки по математике, чем учиться читать. На этом и заканчиваются, собственно, мои воспоминания с 4 лет, и поэтому в 14 лет. В 14 лет уже все было намного интереснее. Это прям самый, наверное, апогей моего подросткового возраста, моего подросткового бунта. Я была довольно хорошей девочкой и такой послушной лет до 13, наверное, пока я не осознала, что я могу протестовать, что я могу уже, не знаю, там, не выполнять домашние задания, не ходить в школу, тусоваться с друзьями, сбегать из дома, выпивать, курить сигареты и, в общем, да, отрывалась я по полной, вот где-то начиная с 13-14 лет. Причем у меня прошло это сравнительно быстро, то есть мне кажется, что
лет в 15-16 я уже стала намного более осознанной, я стала учиться по собственному желанию, потому что я хотела поступить в институт, я начала работать, мне хотелось, чтобы у меня были карманные деньги, у меня оставалось намного меньше свободного времени на тусовки, но вот, да, 13-14 лет это прям был апогей моего бунта. При этом в то время, в 9 классе, я очень сильно скрывала свой возраст. Мне было в тот момент очень стыдно говорить, сколько мне лет, потому что я была самой маленькой в классе. Я пошла в школу в 6,5 лет, и вот, собственно, в 9 классе, когда всем исполнялось 15, мне исполнялось 14. И я помню, мы праздновали мой день рождения у меня дома. В тот момент мои родители уезжали на выходные на дачу, и поэтому у меня была квартира с ночевкой, и я обожала устраивать эти огромные тусовки, приглашать всех своих друзей. Я в тот момент училась в лицее, огромное количество лицейских друзей из параллели и из других классов, из 10 классов, из 11 классов. И также моих друзей из моей старой школы. И если бы вы тогда спросили моих друзей, сколько мне лет, то те, кто из старой школы, бы сказали, что мне 14, потому что они знали, потому что я была с ними, в принципе, с самого 1 класса, и тогда я еще не скрывала свой возраст. А те, кто из лицея, сказали бы, что мне 15, потому что как бы это было самое логичное, потому что большинству людей тогда исполнялось 15, а я никогда не говорила, сколько мне лет. Я старалась на этот вопрос как можно больше стараться избегать его и не отвечать на него прямо, чтобы люди думали по дефолту, что мне 15. И я помню, был прям вот на этом дне рождения, был курьезный момент, когда я захожу в комнату, где сидит там несколько человек из моей старой школы, несколько человек из лицея, и они обсуждают мой возраст, где девочка из моей старой школы пытается доказать, что мне 14, а все остальные убеждают ее, что мне 15. И я захожу в эту комнату, открываю дверь, слышу этот разговор, закрываю дверь и ухожу в другую комнату, потому что мне вообще никак не хочется участвовать в этом разговоре, и чтобы меня сейчас спросили, сколько мне лет. Да, вот настолько прям я очень стеснялась своего возраста. Мало того, что я стеснялась просто того, что я маленькая, я хотела казаться старше. У меня еще был, с самого детства у меня какой-то бзик на цифры, сейчас чуть поменьше, но на самом деле до сих пор есть. То есть, например, мне не нравился мой год рождения, 1991, мне прям кринжую я от этой цифры. Раньше ужасно, мне прям, я не знаю, меня все передергивало, когда меня просили сказать мой год рождения. Сейчас уже, да, я говорю, мне уже пофиг становится с возрастом, но все равно он мне на самом деле не нравится. И, если честно, я помню, что, да, мне было очень... с одной стороны, мне хотелось всем говорить, что мне 15, с другой стороны, я была очень рада, что мне исполняется 14, потому что число 13 мне не нравилось, никак, и даже не потому, что это какая-то там суеверие, что это плохое число, просто мне не нравится ничего, что заканчивается на 3, мне не нравилось 23, мне не нравилось 33, и, возможно, это ребячество, но мне вот сейчас приятно, что мне исполняется 34, потому что, 33 — это отстой. Я извиняюсь перед теми, кому сейчас 33. Вот, и как я сказала, мои 14 лет были действительно апогеем подросткового бунта. Например, в 4-й четверти 9 класса, вот как раз когда мне только исполнилось 14, у меня было 20-30% посещаемости. Я знаю эту цифру, потому что ее говорила директор школы моим родителям, которых вызвали в школу при мне. И она им говорила, что с такой посещаемостью меня исключат из лицея, а я была довольно дерзкая и говорила ей, что из лицея не могут исключить за посещаемость. У нас в лицее были ежегодные экзамены, и в лицее могли исключить только за неуспеваемость. А я, несмотря на то, что я прогуливала, я все-таки выезжала на своих старых знаниях, потому что, где-то до, наверное, конца 7 класса я была прям очень примерной девочкой, хорошо училась и так далее. И я могла выезжать на своих старых знаниях и продолжать получать приемлемые оценки. То есть я училась на 3, конечно, когда я прогуливала, но чтобы исключить меня, мне должны были поставить 2, и 2 у меня была только 1, вот как раз в той самой четверти по физике,
просто принципиально мне учительница поставила 2, потому что я не сдала там какое-то определенное количество работ. Те, которые у меня были написаны там на 4, соответственно, она просто поставила мне 2 за все, которые я прогуляла, и, в общем, в результате среднее арифметическое вышло 2. И я помню, что у меня причем были 4 в предыдущих триместрах. Да, мы учились по триместрам, то есть у меня было 2 4, и в последнем триместре у меня была 2, и поэтому у меня вышло типа в году 3. Я помню, что я немножко обалдела, когда я увидела в году 3, думаю, как это возможно, если типа 4, 4, 3, должно быть 4. Было 4, 4, 2. Вот, собственно, да, я совсем забила на учебу. Я помню, мы прогуливали вместе с моей лучшей на тот момент подружкой Машей, и наши родители беспокоились очень у нас обеих, и все это привело к тому, что Машу забрали родители из лицея, она с 10 класса пошла в другую школу, просто вот чтобы нас разъединить, я осталась в лицее. Вот, и, вопрос, жалею ли я сейчас об этом, частично. Да, я жалею, потому что мне действительно, я чувствую, что, вот в плане каких-то знаний я действительно упустила прям вот какие-то куски образования, да, которые мне потом довольно сложно было догонять. И не то, чтобы прям я совсем не могла учиться из-за этого, я могла учиться, просто, мне обидно на самом деле, я, возможно, была бы чуть более образованным человеком. Но, с другой стороны, как бы это все можно догнать, это все реалистично. Мне кажется, что вот этот подростковый бунт, он был нужен мне в том плане, что, я говорю, из-за того, что, как сказать, родители, наверное, пытались меня ограничивать в тот момент, но не очень жестко. Возможно, они понимали, что я уже в том возрасте, когда я прям совсем дерзкая, я сбегала из дома, если мне что-то не разрешали. Несколько раз я просто вот сбегала из дома и не ночевала дома. И, возможно, они как бы поэтому решили, что безопаснее будет дать мне полную свободу, и тогда я буду себя вести поприличнее. Вот. И я понимаю, что вот к осознанности, к тому, что это не круто, там, 20% посещаемости иметь и ничего не учить, и вообще забивать на образование. Это не круто, то, что мне там нужно поступить в университет, и я была убеждена, что я должна учиться в университете, я очень хотела. То есть для меня вообще даже не было варианта, где я не получаю высшее образование. И мне действительно сложнее было поступить в институт, потому что я забила вот на полгода образования у меня просто улетело в унитаз, и еще, может быть, год, так. Вот, и с другой стороны, мне кажется, что вот эти вот 1,5 года мне дали возможность самой прийти к каким-то выводам и выработать внутреннюю мотивацию. И поэтому, допустим, в институте мне несложно было там заставлять себя учиться, я знала, для чего я это делаю. Точнее, даже мне не приходилось заставлять себя учиться, я это делала по собственному желанию. Мне не приходилось заставлять себя работать, меня не пугала ответственность, я, наоборот, хотела ответственности. Поэтому, наверное, в чем-то я благодарна этому своему подростковому бунтарскому возрасту. Вот. А еще 14 лет это было, когда я переживала очень глубоко свою первую любовь, которая продлилась 3 недели. Вот, я прям по уши влюбилась в мальчика. Это был мой первый молодой человек, с которым у нас были такие оформленные отношения. Типа он мне предложил встречаться, я сказала да, мы ходили за ручку, все знали, что вот мы пара. То есть у меня до этого были какие-то отношения, но не такие, не официальные. Вот. Но продлились они 3 недели, после которых он меня бросил, я не знаю по какой причине. Вот, то есть я не стала даже спрашивать, потому что мне настолько это было больно в моменте, когда он меня бросал, когда он договорил, что я просто сказала ок и ушла. Точнее, нет, я не ушла, мы ехали с ним в одном вагоне метро в этот момент, в толкучке. Вот, в общем, просто я сказала ок и отвернулась, а потом он вышел на станции, и так мы расстались. И потом я страдала, наверное, где-то 1,5 года, пока я в следующий раз не влюбилась
очень серьезно уже, когда мне было 15 лет. И да, я ужасно страдала все это время, доходила дело до селф-харма, и это ужасно. То есть я сейчас очень люблю работать с подростками. Я начала это делать еще когда я была в университете, я готовила их к выпускным экзаменам по математике, но при этом я знаю, что подросткам даже вот от учителя нужны не только академические знания, но и поддержка, понимание, искренний интерес и так далее. И вот я понимаю, что мне в том возрасте, наверное, очень не хватало какого-то значимого взрослого рядом со мной, с которым я могла бы чем-то поделиться, с которым я могла бы поговорить, который мог бы мне какой-то совет дать, потому что 14 лет — это возраст, когда ты вообще не чувствуешь земли под ногами, когда все настолько меняется, еще эти гормоны, которые хреначат, еще и ты вот вроде как уже ощущаешь себя взрослым, но на самом деле ты еще ребенок, и все настолько непонятно, такое огромное количество новых проблем появляется, что ты просто теряешься в этой жизни, то есть... Ну, я знаю, что иммигранты попадают вот в такую ситуацию, когда вокруг все новое, и ты не знаешь вообще, за что взяться, и это прям, ну, это может сломать людей. А подростковый период — это просто вот такой этап в жизни, когда такое происходит с людьми. И поэтому я бы очень хотела иметь на тот момент значимого взрослого, но его у меня не было, поэтому занималась я селф-хармом вместо этого. Вот. Но на самом деле, вот, кстати, тоже в те же 14 лет был очень приятный опыт у меня отношений с человеком, в которого я не влюблялась, но он был очень классным другом. То есть его я встретила, наверное, через пару месяцев, когда я рассталась вот со своей первой любовью. Мы просто шли с подругой на занятия по гитаре, мы тогда учились играть на гитаре, сидели какие-то ребята на парапете, и вот к нам подошли несколько ребят, они начали спрашивать, играем ли мы на гитаре, и вот один из них был как раз вот мой будущий молодой человек, который говорил, что он сам играет на гитаре, он обожает девушек, которые играют на гитаре, предложил к ним присоединиться. Мы говорим, нет, у нас занятия, но, в принципе, можем подойти после. И я помню, что мы подошли после и вот задержались, наверное, на полгода в этой компании. И да, его звали Семен. Он очень круто играл на гитаре, потому что он учился в музыкалке, а я только начинала. Я помню, что он меня учил играть тоже немножко. Я помню, что мы вместе играли, пели песни. Это было очень классно. Я помню, что нам обоим было поднасрать друг на друга. В том плане, что мы могли там пропасть, я не знаю, на неделю из жизни друг друга, после этого вернуться, и никто никого ни о чем не спрашивал. Мне абсолютно было без разницы, чем он занимался. Мне периодически говорили, что он мне изменял. Мне это вообще абсолютно не волновало. Он не интересовался, что было со мной в тот момент, когда мы были не вместе, абсолютно меня не ревновал. Но когда мы были вместе, нам было настолько легко и классно друг с другом. То есть, ну, мне кажется, вот это вот сейчас то, что называется friends with benefits, потому что мы были парой, мы встречались, но на самом деле мы просто были классными друзьями. Нам очень здорово было проводить время вместе. Мы, я не знаю, гуляли по ночам в нашем районе Бирюлево, не знаю, смеялись, выпивали. И вот я помню, что вот эти отношения, они меня поддержали как раз в момент, когда мне было очень хреново, когда я все еще была влюблена в своего бывшего. Вот, но расстались мы, в принципе, точно так же. Мы просто в какой-то момент, я уехала куда-то на лето, мы не созванивались, а потом мы просто перестали общаться, и как-то обоим было ок. Но это было прям такое, это были прям классный, приятный опыт, который я сейчас вспоминаю как что-то вообще такое легкое, беззаботное, веселое. Вот. Да, был приятный опыт. Следующее воспоминание — это мои 24 года. Чуть меньше 2 лет прошло с тех пор, как мы закончили университет. В смысле, я закончила университет, Юра закончил университет на год раньше, потому что я уезжала в Китай по обмену учиться, а он нет. И я брала академ, когда я уезжала в Китай учиться. Я, кстати, рассказывала про Китай в этом видео подробно. И да, я уже замужем, мы поженились, когда мне было 22, сразу после университета.
И мы очень радовались тому, что мы поженились, потому что в 24 года мы вот только-только эмигрировали в Литву. Это был месяц. Да, месяц я была в Литве, когда я праздновала свой 24-й день рождения. И документы, вот это оформленный брак нам очень помог как раз с миграционными документами. Потому что мы могли, соответственно, оформлять документы на кого-то одного, и второй автоматически получал тоже вид на жительство. Ну и в этом плане мы оформляли документы на Юру, потому что его компания открыла филиал в Литве. И про это у меня тоже отдельное видео было, про то, как я искала свою первую работу и как мы обустраивались в Литве. Но что я хочу сказать, это то, что несмотря на то, что это было там всего 1,5 года с момента нашего брака, отношения у нас были довольно хреновые в тот момент, потому что мы начали отношения подростками, мне было 18, Юре было 20, там, через 4 года отношений мы поженились, но на самом деле мозгов у нас не прибавилось, мы все так же вели себя как подростки, мы были оба глубоко травмированные и своими травмами травмировали дополнительно друг друга. И разговаривать мы друг с другом не умели, то есть, ну, вот в какие-то моменты нам было очень классно друг с другом, поэтому мы оставались, но в какие-то моменты мы просто изводили друг друга до невозможности. И вот когда мы переехали в Литву, было огромное количество накопившихся обид, с которыми мы ничего не делали, плюс был продолжительный период конца 2014 года, когда я очень хотела уехать из России, и мы рассматривали разные варианты, но у меня просто постоянно было ужасное состояние. Мне кажется, что у меня была депрессия в тот момент, но как бы ни за какой помощи я, естественно, не обращалась, поэтому она была не диагностированная. Вот. И Юре было тяжело со мной все эти годы. И мы переехали в Литву, и для Юры, на самом деле, это было классное, очень классное время, потому что его компания открыла филиал, они собирали новую команду, очень большое количество людей, ну как очень большое количество людей, их всего меньше 10 человек было, но больше половины людей переехало из Москвы, и они как бы все были новые мигранты, они все как бы друг с другом социализировались, ходили в офис, дружили, там, я не знаю, ходили куда-то практически каждый день на ланчи, там, частенько несколько раз в неделю ходили куда-то потусить после работы и так далее. Несколько литовцев у них было, с ними они тоже социализировались, дружили и так далее. А я как раз переехала без работы туда, и я искала работу, я ожидала, что я очень быстро найду работу, мое ожидание не оправдалось. Опять же, я об этом рассказывала в видео про то, как я искала свою первую работу. В результате полгода я в этот момент оставалась на удаленке в своей прошлой компании, но работы у меня было немного, то есть работы у меня было на пару часов в день. Все остальное время я училась, я нашла там парочку подружек, вот тоже там периодически я встречалась с ними, но на самом деле я большую часть времени проводила одна дома. И, в принципе, мне-то это норм, то есть я не такой прям супер социализированный человек, хотя в тот момент я еще привыкшая была к институтским, к лицейским тусовкам, то есть я немножко скучала по людям в своей жизни, но самое сложное для меня было то, что вот я не могла найти работу, и у меня очень сильно полетела на этом самооценка. Особенно на контрасте с Юрой, который строил карьеру, у него все было классно. А я чувствовала себя какой-то вообще отстающей, для меня самореализация была очень важна, и я в тот момент себя чувствовала вот этой вот +1, которая переехала за мужем, и это не то, как я вообще когда-либо в жизни себя хотела чувствовать, и мне было безумно важно как можно быстрее найти работу. Но да, и вот я помню, что мне кажется, что состояние у меня было в тот момент уже получше, чем было до переезда, потому что я была очень рада, что мы вырвались из России. Мне очень хотелось уехать вообще любым путем, но при этом я все еще была в каком-то таком подавленном, апатичном состоянии, и я помню, что мы очень сильно дистанцировались друг от друга с Юрой. Он проводил больше времени с коллегами, ну, ему было неприятно проводить время со мной. Я тоже дистанцировалась, потому что я чувствовала огромное количество стыда, нереализованности за вот то, что происходило.
и мы намного меньше разговаривали, намного больше ругались. И, наверное, вот в момент, когда я нашла работу через полгода жизни в Литве, это был просто какой-то апогей нашего конфликта, потому что я помню, что буквально через неделю после того, как я нашла работу, мы опять что-то повздорили, поругались с Юрой, и был уже вечер, и я помню, просто посредине ночи мне настолько хреново, и я просто не вижу никакого выхода, я вижу, что мы уже отдалились, я вижу, что у нас уже вообще даже никакого внутреннего желания у меня, например, в тот момент не было идти как-то навстречу, вот, и я просто посреди ночи говорю Юре, что все, типа, я нашла работу, я могу сделать на себя документы, я завтра же начинаю искать себе новую квартиру, я съезжаю, типа, в любом случае, я нашла работу, я еще меньше намного тогда зарабатывала, чем Юра. Я говорю, я не могу себе позволить эту квартиру, ты можешь, так что ты оставайся здесь, я найду себе другую квартиру поменьше, и все, мы расходимся, я больше так не могу. И я помню, что, видимо, в тот момент у Юры тоже что-то щелкнуло, потому что он, видимо, увидел вот это вот, четкое намерение в том, что я говорю, что я действительно хотела от него уйти. Потому что у нас бывали моменты, очень неприятные паттерны, мы периодически брали себе в привычку угрожать друг другу разводом. И это вообще не делайте так в отношениях, это мерзко, это неприятно. И более того, когда вы это делаете слишком часто и не разводитесь, другой человек просто перестает воспринимать это всерьез, да. А в тот момент я прям говорила серьезно, и я думаю, Юра это почувствовал. И, наверное, вот в тот момент впервые Юра не хотел, чтобы я уходила. И, наверное, впервые в ту ночь у нас состоялся вот такой близкий, открытый разговор по душам, где мы высказали друг другу все, о чем мы не говорили, вот там, я не знаю, полгода, может, даже больше. И мне кажется, что мы почти всю ночь с ним тогда проговорили. В результате мы там плакали, обнимались, говорили, что мы хотим попробовать выстроить эти отношения заново и так далее. Мы не хотим разводиться, мы любим друг друга, несмотря ни на что. И вот, наверное, это был прям поворотный такой момент в наших отношениях. Мы многое что не решили. Прям так серьезно разбираться с отношениями мы начали намного позже, наверное, через 4 года после этого, когда мы пошли в терапию, и про терапию у меня тоже были отдельные видео, про Юрину депрессию было видео, и было видео про мое личное, почему я пошла в терапию. Вот, но, наверное, вот в тот момент у нас действительно отношения стали лучше, и мы как-то действительно их перестроили. Если до этого это были отношения двух подростков, то мы начали как-то пытаться выстраивать уже семейные отношения двух взрослых людей. Вот. А еще что я могу вспомнить из того времени? Наверное, то, что мы очень много начали путешествовать по Европе. И до этого я была в Европе, наверное, всего пару раз. Да. Но в тот год мы прям, я не знаю, я помню, особенно в теплое время, практически каждый месяц точно, возможно, несколько раз в месяц мы куда-то уезжали на выходные, потому что очень легко в Европе были такие дешевые билеты. Я помню, там, не знаю, за 30 евро можно было спокойно слетать куда-то в европейскую столицу из Вильнюса. Или там в Балтийские страны, в Польшу можно было доехать на ночном автобусе. И мы вот вовсю этим пользовались, мы ездили куда-то на выходные. Да, большое количество стран мы тогда объездили. Я помню, я прям чувствовала этот вкус свободы. Потому что из России намного дороже было уезжать, нужно было делать визы там, и так далее. А тут у нас как бы наш вид на жительство был заменой шенгенской визы. То есть вообще мне казалось, что все дороги открыты, особенно после того, как я работу нашла. Вот. И вот тоже еще немножко вот этого чувства свободы было просто в том, что Литва — это часть Европейского Союза. И вот, наверное, спустя где-то годик в Литве я осознала абсолютно новое для себя чувство невиновности ни в чем.
Я попробую это объяснить. Я надеюсь, что я смогу это понятно объяснить. В России просто настолько серое законодательство, настолько иногда непонятно прописаны законы, иногда они вообще друг другу противоречат, а иногда закон просто очень строгий, и в России прям даже есть такая поговорка, которую много говорили, вот когда я там была, о том, что строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. И вот ты знаешь, что ты всегда хоть в чем-то мелком, но нарушаешь закон. И ты знаешь, что как бы пока все ок, да, пока тебя никто не трогает, ты как бы живешь себе и живешь. Но если кому-то захочется до тебя докопаться лично, или если кому-то просто нужно будет, я не знаю, квоту заполнить, до тебя обязательно докопаются. И они найдут, до чего докопаться, если до тебя захотят докопаться. И вот в Литве я впервые почувствовала, а можно же вообще не нарушать закон, то есть можно жить максимально следуя закону, и тебя, не за что тебя ни в чем упрекнуть. И я помню, меня прям мозг взорвало, когда я это ощутила. И вот это прям ценное чувство. Это то, что я, наверное, немножко теряю вот сейчас с новой администрацией в Америке, потому что здесь как бы законы вроде как довольно очевидные, но есть огромная политическая воля начинать их трактовать абсолютно по-новому. И тогда очень сильно подрывается доверие к закону. Вот. Но 10 лет своей жизни, вот с 24 до 34, я жила, ощущая то, что я живу в очень прозрачном, законном пространстве. А еще такой кек, да, в свои 24 года мы купили машину в Литве, и это была черная BMW трешка. Господи, как я любила эту машину, просто я ее обожала. Она еще была с бежевым салоном, я любила все в этой машине. Причем я не могла поверить своим глазам, когда мы купили эту машину, потому что объективно у нас не было денег на BMW трешку. Мне очень хотелось BMW, у меня прям какой-то obsession был BMW, но единственное, на что у нас хватало денег тогда, это на единичку и такую очень сильно подержанную единичку, и это то, что мы искали. А трешка это подвернулась абсолютно случайно. Ей было 8 лет, но у нее был какой-то минимальный пробег, потому что это была вторая машина в семье, где муж был литовец, а жена была откуда-то из Латинской Америки, и они жили на две страны. И вот это была вторая машина в семье в Литве в те полгода, когда они приезжали в Вильнюс. То есть она на ней вообще практически не ездила. И нам повезло, он продавал эту машину с огромной скидкой. Я помню, что прям нас трясло, мы думали, что здесь какой-то обман есть. Но обмана не было, ему просто нужно было срочно уехать в Латинскую Америку. Они уезжали насовсем, я не знаю, почему срочность, но ему прям нужно было продать эту машину за 2 дня. И мы ее увидели вот прям в момент, когда выложили это объявление. Мы в тот же вечер поехали ее смотреть вместе с нашим другом, который более-менее разбирался в машинах. Он сказал, что машина просто в идеальном состоянии. И вот на следующий же день мы поехали переоформлять ее. И я помню, господи, какая была счастливая. Я обожала эту машину. Я ездила на ней до самого момента, когда мы уехали из Литвы, до 21 года. Этой машине было уже лет 15, если не соврать, 16, когда я ее продавала, и она все еще была на ходу, она уже начинала, да, уже начинались с ней проблемы, наверное, вот последний год-два, я уже подумывала о том, что если бы мы не уехали, ее все равно нужно было бы в какой-то момент продавать, но мне было так жалко ее продавать, я была, как сказать, эмоционально привязана к этой машине. А еще, собственно, конец 2016 года, вот как раз мои 24 года, это был конец первого года в Литве. Я помню, один мой коллега спросил меня, типа, как бы я хотела отпраздновать свой год в Литве, проживание в Литве. И я помню, я ему сказала, знаешь, я хочу купить квартиру. И он немножко обалдел такому ответу. Это, наверное, не то, что он ожидал. Он, видимо, ожидал там просто «я хочу устроить тусовку».
Вот, но мы действительно купили квартиру, то есть мы действительно купили квартиру на несколько месяцев позднее, чем мы этого ожидали, но да, это было наше первое жилье, мы накопили немножко денег нам подарили родители на свадьбу, еще у нас были эти деньги отложены, и да, мы прям мечтали о своей собственной квартире, и мы ее купили тогда, и просто какими-то нереальными условиями, потому что в Европе тогда была безумно дешевая ипотека, мы взяли по 2% годовых и платили за эту квартиру примерно столько же, сколько мы платили за аренду такой же квартиры, так что да, были просто какие-то сказочные условия. Ну и теперь, собственно, сейчас мне исполняется 34 года, и, наверное, с одной стороны, эмоционально я сейчас в намного лучшем и намного более уверенном в себе состоянии, чем я была в 4, в 14 и в 24, потому что тогда у меня было очень много неопределенности, я была не уверена в себе, я была без работы вот в 24 года, там, в 14 лет я была вообще в абсолютном эмоциональном раздрае. Сейчас я работаю в Амазоне продакт-менеджером, у меня все устроено, мы уже 3,5 года живем в США, как бы у нас все есть, ну, у меня нет проблем с самооценкой, я довольно уверенный в себе человек сейчас. Но при этом относительно этого мира у меня уже намного более пессимистичное отношение. То есть действительно то, что сейчас происходит в Америке, меня очень сильно пугает, и я об этом говорила в отдельном видео. Я, в принципе, привела себя в порядок, то есть у меня был момент, когда прям мне очень хреново было, я очень близко к сердцу все это переживаю. Наверное, вот когда были выборы, когда Трамп победил на выборах, тогда меня прям очень сильно это подкосило, потому что до выборов я тревожилась, но я сидела на обзвонках Камалы Харрис, что-то делала, то есть у меня было такое очень-очень тревожное состояние, я чувствовала, что, скорее всего, случится непоправимое, и история пойдет по плохому для меня сценарию, но я что-то делала в этот момент. А потом вот как раз, когда Трамп победил на выборах, у меня как-то прям руки опустились, и у меня было прям такое упадническое состояние. Сейчас мне намного лучше, сейчас я знаю, что делать. Ну, то есть вот с каналом я действительно в каком-то творческом кризисе, это правда. И, кстати, я хотела у вас спросить, напишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы я с вами поговорила, что вам интересно, потому что я не совсем понимаю. Но, с другой стороны, сейчас я уже нашла для себя возможности что-то делать с тем, что происходит. Мне кажется, что единственный способ вот в такие времена для меня сохранять кукуху – это делать что-то, что не даст мне чувствовать себя беспомощной. То есть переводить мою, не знаю, будь то тревогу или ярость, или отвращение иногда к тому, что происходит, в действие, да. И поэтому я вот, например, месяц назад, где-то полтора, вступила в местную оппозиционную группу. У нас в районе есть оппозиционная группа, которая часть большой национальной оппозиционной группы, которая называется Indivisible. Огромная организация с филиалами вот в большинстве городов Америки крупных. Вот у нас есть районная подгруппа. И эта подгруппа открылась в декабре, ее открыли две женщины. И вот как раз буквально на последней встрече мне рассказывали про их первую самую встречу, где было 10 человек в декабре, которые просто встретились для эмоциональной поддержки друг друга, поныть о том, как им хреново и как они боятся того, что будет происходить. Сейчас нас около 300 человек, они готовят различные ивенты, протесты, пикеты, какие-то тренинги. Допустим, был тренинг, который называется Rapid Response по правам иммигрантов. И ну, для людей, которые, допустим, видят, что власти
переходят границу своих полномочий, когда они взаимодействуют с иммигрантами, и чтобы люди могли вмешаться и помочь иммигрантам отстоять свои права. Ну и вот такие огромное количество каких-то событий происходит. Сейчас организуем маленькую подгруппу, которая будет заниматься именно поддержкой иммигрантов. Мы собираем пока информацию, ресурсы, думаем, как мы можем помочь организациям, которые уже работают с иммигрантами. Ну, то есть мы звоним им, спрашиваем, собираем информацию. И вот нас буквально на прошлой неделе нас было всего 5 человек, а на этой неделе уже записалось еще 10. То есть, и видно, что вот этот вот, с одной стороны, я что-то делаю, и я чувствую, что, ну, я не совсем бесполезна, да, то есть я понимаю, что, может быть, это вообще ничего не изменит. Но, с другой стороны, во-первых, я чувствую, что, ну, если что бы ни случилось, я в будущем могу сама для себя сказать себе, что, ну, я что-то с этим сделала, да, я не стояла в стороне. И более того, я сейчас чувствую ответственность за то, что мы уехали из России в 2014 году. Потому что мы уехали не просто так, и я рассказывала об этом в отдельном видео, почему мы эмигрировали. Но эмигрировали мы, собственно, потому что мы видели, что страна движется вообще в очень неправильном направлении, и нам казалось, что ничего хорошего дальше здесь не будет, и нужно уезжать. Естественно, мы не могли предсказать полномасштабное вторжение в Украину и войну, которая идет уже 3 года полномасштабно, а на самом деле 11 лет до этого. Но да, мы знали, что все будет плохо, и мы выбрали ничего с этим не делать и уехать. И при этом в России осталось очень много людей, которые боролись. То есть Навальный сделал просто что-то невозможное с огромным количеством штабов по всей стране, с большими протестами, массовыми протестами, которых не было до этого. Но протестов было недостаточно. Вот здесь, в Америке, исследования говорят о том, что чтобы протест мог что-то изменить, на улицах должно быть 3% населения. Вот этого достаточно, чтобы действительно повлиять и вызвать серьезные изменения. И здесь, в Америке, такие протесты были, например, там, когда были протесты против Вьетнамской войны, а из последнего, допустим, в 2020 году Black Lives Matter был вот как раз примерно вот такой протест, который, если я не ошибаюсь, то более 10-15 миллионов людей в общей сложности по всей стране выходили на эти протесты, и это уже больше, чем 3% населения. Но в России даже самые массовые протесты были где-то в рамках половины от 1%, то есть 0,5%, ну, значительно, в 6 раз меньше, чем было нужно. Это самые массовые протесты. И я чувствую свою ответственность, то есть так же, как и огромное количество других людей, я выбрала закрыть на это глаза и ничего с этим не делать. То есть мы уехали, кто-то еще уехал, какие-то люди оставались в России, но я не вижу на самом деле разницы. Все мы делали одно и то же решение, что это слишком сложно, это слишком страшно, мы не хотим ничего с этим делать. И сейчас, оставаясь в Америке, я не хочу поступать так же. Вот. А еще, знаете, меня вот тоже на этих встречах оппозиционных меня очень вдохновляют пенсионеры. Здесь очень много пенсионеров участвуют в этих встречах, потому что они не работают фулл-тайм, у них много свободного времени, и при этом они в основном обеспечены. То есть я знаю, что в России, допустим, пенсионеры действительно выживают. Пенсии — это абсолютно мизерные деньги, на которые даже еду не всегда можно купить. И ну, хорошо тем пенсионерам, у которых есть дети, которые могут их поддерживать, но подавляющее большинство просто выживают и доживают свои годы. Здесь эти люди обеспеченные, то есть здесь пенсионеры в среднем более обеспеченные, чем, допустим, люди вот нашего с Юрой возраста. И они
И они могли бы вообще жить, ни в чем себе не отказывая, и путешествовать, наслаждаться жизнью. Но вот эти люди, которых я вижу и с которыми я общаюсь, они приходят на эти встречи и говорят о том, что они прожили свою жизнь в довольно мирной и спокойной Америке. И они в ужасе от того, какую страну они оставляют своим потомкам, и им не безразлично, и они хотят что-то делать, и они готовы посвящать огромное количество своего времени тому, чтобы организовываться и что-то с этим делать. А в остальном, что я могу сказать? Я очень много читаю про экзистенциальную психотерапию последние полгода, наверное. Это то, что позволяет мне сохранять кукуху. Я прям могу сказать, что у меня, наверное, зависимость от Ирвина Ялома. Читаю его книжки в запой. Вот. Еще я снова начала преподавать, потому что я говорила, что я очень люблю работать с подростками, потому что я помню себя в 14 лет. И вот сейчас я, наверное, в декабре первый раз присоединилась к немецкой некоммерческой организации, которая называется Teachers for Ukrainian Kids. И я веду для них спецкурс по тригонометрии для небольшой группы, 3-месячный курс. У меня 6 детишек разного возраста от 9 до 11 класса. Нет, наверное, даже от 8 до 11 класса. И вот я преподаю им тригонометрию. И это тоже что-то такое, что наполняет мою жизнь смыслом, потому что на первой встрече с ними я у них спросила, какой самый запоминающийся учитель у них был, неважно, хороший или плохой. И вот из 6 детей 5 сказали про плохого учителя. И рассказали довольно неприятные вещи про своих учителей, которые у них были. А 1 из 5 сказал про хорошего учителя, но этот учитель в Германии, потому что это мальчик, который переехал в Германию, когда началась война, и он говорил о том, что он не знал немецкого, когда он переехал в Германию, и поэтому 2 года он своего хорошего учителя по математике не понимал, потому что он не понимал немецкого. И вот только недавно начал понимать. И да, и мне очень радостно, что это дети, которым действительно нужна помощь, вот в этом плане академическая, с математикой, но и с тем, чтобы кто-то им сказал, что они могут это понять, дал им поверить в себя. И детишки действительно очень классные, прям на лету схватывают, очень мотивированные. Я не сдаю им домашних заданий, но при этом прошу их максимально участвовать на каждом занятии. И да, эти детишки дают мне новый смысл в моей жизни. Вот. А так, из карьерных планов я говорила, что я продакт-менеджер в Амазоне. Я сейчас работаю над тем, чтобы поменять свою должность на Product Manager Technical. То есть это вот сейчас у меня не техническая должность, перейти на техническую. И это такой очень похожий на промоушен процесс. То есть я писала документ и так далее. Вроде меня поддерживает мой менеджер, меня поддерживает наша директорка. И я очень надеюсь, что в этом году это случится. А дальше я даже не знаю. Мне нравится работать продакт-менеджером. Мне нравится моя команда. Но, возможно, я тоже вот перед Новым годом как раз думала о том, что то, что я делаю вне работы, меня мотивирует намного больше, чем то, что я делаю на работе. И поэтому мне хочется поискать, возможно, сферу или команду, в которой я буду чувствовать себя более реализованной. Например, перед Новым годом я подавалась во внутреннюю команду амазоновскую, которая называется Amazon Community Impact, которая работает с некоммерческими организациями и организует волонтерские возможности для собственных сотрудников. И донаты в том числе, но и в основном вот какое-то конкретное волонтерство, допустим, помощь, детям или помощь людям с ментальными заболеваниями или работа в фудбанках, еще что-то такое. Они мне не ответили. Мне кажется, эту должность вообще закрыли, потому что я не видела, чтобы на нее кого-то наняли.
Вот, ну вот в тот момент я загорелась. Тут недавно мы тоже съездили на амазоновский склад. Я посмотрела, как экспериментируют с упаковкой, с уменьшением объемов упаковки, с разными материалами, которые более экологичны и так далее. И вот я подумала, что, возможно, вот это тоже такая интересная сфера, в которой можно было бы поработать. Но, с другой стороны, опять же, нынешней администрации абсолютно плевать на изменение климата. Так что я не знаю, куда это все пойдет. Вот, поэтому, с одной стороны, я в таком разобранном состоянии, и, если честно, у меня есть какое-то ощущение, что для людей вот со сходными мне ценностями мир хорошим не будет при нашей жизни, потому что даже в развитых странах все равно довольно большое количество населения живут и хотят жить по-старому, со старыми ценностями и боятся изменений. То есть, с одной стороны, я, в принципе, оптимистична, что мне кажется, что мир движется в сторону либерализации, в сторону демократии, в сторону уважения прав человека, в сторону ментального здоровья и прочее. Но мне кажется, что вот этот вот прекрасный мир, где все будут жить вот так, и все будут друг друга уважать и так далее, что при моей жизни его не будет. Но, с другой стороны, есть ощущение, что скучной эта жизнь не будет. То есть, например, я сейчас работаю в Амазоне в команде, которая занимается ошибками в каталоге, и мы периодически шутим с коллегами, что столько ошибок и косяков в нашем каталоге, что мы никогда не останемся без работы. Вот об этом мире у меня примерно такое же впечатление, что столько всякого дерьма в этом мире, что скучно не будет. На этой веселой ноте я хотела бы закончить это видео. Пишите в комментариях, что вам отозвалось или не отозвалось, возможно, с чем-то вы хотите поспорить, или делитесь своими историями. Мне очень интересно послушать, как у вас проходили вот эти этапы, о которых я говорила. Да, я уже раньше говорила, мне было очень интересно от вас послушать, о чем вы хотите, чтобы я дальше снимала видео, поэтому, пожалуйста, не забывайте, тоже пишите об этом в комментариях. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с теми, кому вам кажется оно может быть полезным. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!